Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что же, добрый вечер, дамы и господа. Mass Effect продолжается. Остановились мы на том, что подобрали Эшли. То у меня не было микрофона. На 2 дня он меня опять пропадет. Что это такое? Не то сохранение. Вот. Но сегодня он у меня есть, поэтому Mass Effect 2007 года. Оригинал. Самая первая миссия, Eden Prime. Пришла, ничего не принесла и уходит. Нужно срочно спасать ученых. А, да, я же могу давать команды. И ты иди сюда. Отдавать команды. Так, настройки. Управление. Отряд У. Штурм. Поселение оружия. Операционный. Приказывать движение. Не очень удобно. Ну ладно, сами разберутся. Дайте мне штурмовую винтовочку, пожалуйста. Разобрались. Так, что у нас теперь по снаряжению? Ну, пистолет я уже все выбрал. Снайперская винтовка. Хуже мощность, но лучше урон это мы берем. Броня. О, уже броня получше, все. Избавляемся. А Кайдену даже нельзя ее поставить. Снайперская винтовка точно такая же. Пистолеты. А, кстати, это пистолета урон получше. Это мне надо. Так, Кайден. Тоже пистолет. Давай очки. Так, ну, поскольку... Ну, это я смотрю только при использовании смысла этого. Перегрев потребляет оксижен на 40%, снижение точности меньше на 20%. Это мне надо. Урон на 5. 14. И 17. Сначала буду качать прям штурмовые винтовки, чтобы было хорошо. Разведчик является специалистом маскировки и разведки. Атаковать противника на расстоянии, увеличивает урон технических мин, снижает пистолетов. Чуть не особо нет нужно. Дешифровка найденного у Нигеля. Электроника усиливает щиты, увеличит эффективность ремонта корпуса транспортных. Одну вкачаем.
Легкую броню увеличит защиту от урона. Ну, это одно взял. Эшли. Ищет урон в ближнем бою, увеличит урон от оружия. Риф адреналина. От оружия, увеличит урон в ближнем бою, солдат. Одного солдата вкачаем. Штурмовые винтовки, броня. Еще 2. Поставить все навыки, которые используют технику. Хорошая тема, берем. Кайден. Барьер. Барьер забираем. Прокачиваем бросок. Вот так раскидаем. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you Там there. туда. Эй, Кайден, пусти меня. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Oh god, they're still alive! What did the Geth do to them? Perimeter secured. It must take a few hours for the spikes to turn people into husks. Now we know what those spikes are for. Turning our own dead against us. Угу. Чистили весь лагерь. That door, it's closed. Security lock's engaged. Это я помню. Ай. Здрасте. Thank the Maker. Hurry! Close the door before they come back. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. One second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the Destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled.
We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. Що з What's тобою, wrong with мама? your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Я бы его, конечно, заткнул. Я же добренький. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. У вас там ничего не было еще? Густо. Не густо. Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. И все, Найлус. What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Они же бегут? All targets down. Тук-тук, открывайте. Вон подарки от Эльдорадо. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull.
Almost made it impossible to think. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at Tell it. them about the It was noise. emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring, nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Контрабанда. Это преступление. Что ж ты, братишка? You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, Какое ж плохое финансирование на Нормандии, I was gonna sell it если after мы this was over. вымаливаем You каких-то probably deserve it more контрабандистов than I do. Who's your contact дополнительное at the вооружение. spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport if he's still alive. I have to go. Good luck. Ты думал, это все? Вот и нет, я пойду еще смотрю, что там есть. Щелкать по заклавише, переместиться между типами предметов, предметный список. Ну, это я понял. Так, Мститель. Палочка, заверните, пожалуйста. Стингер 2. Мы его сюда. Кайда, ну что? Среднюю броню нельзя, тяжелую нельзя. А вот зато Эшли можно среднюю броню долбить. Что, собственно, я сделаю. Так. На ней и так лансер, у тебя тоже лансер. Пистолет тебе новый. А, кстати, там же улучшение оружия еще. Нужно хотя бы нечик для улучшения оружия и боеприпасов, чтобы открыть улучшение боеприпасов. Нужен щелкать значок пули. Антитоксичные. Плотнительные. Герметично закрытая броня обеспечивает лучшую защиту от радиации. Принять токсина. Крушащий урон. Это мне сюда, пожалуйста. Камень. Оружие. Ну все, больше нет. А вот. Пехотный плюс 15 урона органическим противникам. То есть у нас проникновение щитов минус 30% урона. Проникать через кинетический барьер. Синтетика. Ну, сейчас будут синтетики. Поэтому... Так, пока Эшли... На тебе по органике. Сейчас часы сниму. Это мешает немного. Есть тут что полутать? Ну так нет. Commander, it's Nihilus. Да, я знаю. Пехотные фазовые. Кайдену можно дать противопехотные.
Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry, I was hiding from those creatures. Езжай. My name's Pal. Братишка просто I saw what испугался. happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? Да уж, удачно ты вдревнул. If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. Tell me about the Geth attack. It was quick. Он с Гетом 1 minute that ship с was Гетом в descending, жопу the next, долбился. Вот и those выжил. Geth were swarming over the platform. Я боюсь, Thousands что of them. после такого They не must have been выживают. inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. You're Cole's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean, Вот what такой does it суровый matter взгляд. now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Оружие перевозили. Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Forget about him. He's not worth it. You're lucky the commander's here, pal. Hand over those grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology. Ой, целое состояние. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Чё он нам там дал? Фугасная граната. На гранату улучшение. Плюс 10 урон, плюс 50 сантиметров радиус, огневая мощь. Это деду надо. Так что похер, братишка. А, не, ему не похер. Оу.
Ну, фига, он там вниз полетел. Шепард косой. Да, ты чё, ты же помнишь, что в первом Mass Effect, если ты стреляешь долго, у тебя вот такой кружок огромный, просто на весь экран. В оригинале, по крайней мере, в Legendary Edition они это поправили, слава богу. То есть, чтобы тут нормально стоять, тут надо прям очень постараться. Так, какая-то жижа идет. Давай-ка бросим. О. Отлично. Да ты нагнись ты! Ты прям нагинаешься, будь здоров, братишка. Так, опять летит бросок. А в кого бросили-то? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не того, ну и ладно. О, никогда не знал, что тут такое умение есть. Да, подождем. Умение 0% попадания. Ну, если бы еще такое было. Ну ты вот посмотри, как они по мне фигачат. Да умри. Господи. Ой, спасибо. Спасибо, что смогли представлять. Здесь, конечно, с регистрацией урона. Это не регистрация. Это просто вот реально он может лететь, этот патрон, вот по всей траектории этого круга, понимаешь? Тогда это, наверное, в 7 году нормально было. Сейчас это, конечно, выглядит, ну, просто ужасно. Слава богу, вот в Legendary это все. Accept the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. О нет, они хотят все взорвать! Надо срочно их остановить! Ладно, я пойду спойлеру, во всем виноваты лифты на цитадели. Ну зачем-то? Вот летели игру, не надо проходить. Давай, Фер, спасибо, слышал. Hurry! We need to find them all and shut them down! Так, ну вы сразу по мне шмалять, да, начали? Да тихо, тихо, тихо. Ну прилипни-то. Где они вообще? Да где? А, вон он. Так, где вот это? Мне вот это умение понравилось.
Какая-то снайпер, Шепард. Где второй тысяч? Тихо! Ай! Ай-яй! Ау. Уже на похер. Да. Clear. А в бою он бегает. А не в боя, вне боя. Он бегает, не умеет. Что это за командир? А, все, вспомнил, где еще одна бомбочка. Точно. Чуть дальше, вот за этим поворотом. А, подождите, я ее уже отключил. Так, у меня пробелы в памяти. А, прям в самом начале, точно. Он вообще в этой первой части особо бегать не умеет. Я уже не помню, как в Legendary было. Но здесь он просто во время боя несется просто как угорелый. А вот когда все спокойно, вот я нажимаю Shift, ему вообще пофигу. Вот. То есть вот все спокойно, он такой, да че я буду напрягаться. А когда бой он такой, включается суперсоник скорость, и такой... Но устает быстро. О, Мститель. Так. Больше нет. Бронебойные, плюс 15 синтетиком. Это надо ребятам засунуть. Да хватит мне подсказку уже выпихивать. Мститель 2. Экипировка. Да. Носи предметы. Здесь крушащий урон, плюс 15 крушащий урон. У меня стоит что? Плюс 10. А, плюс 15. Эшли тогда тоже крушащий. А ты сопротивляйся токсинам со всей силы, Кайден. Ну тебя еще и контролировать. Это еще за пара. Что так? Ты как Санька-то? Оправился после сегодняшнего, вчерашнего стрима? Ой, тихо. Я не хочу с тобой драться. Типа. Так, подожди, у меня... Подожди, враг. У меня важное дело, я взломал ящик. Бля. Ой, Таган, тихо. Ты куда целишься? Конечно, пиздец душил меня. Давно такой поломной хуйни не видел. Но я так и, честно, и не понял, что у тебя там сломано было.
Я видел, что он очень мало дамажился. И видел, что вроде бы огонь бесконечный был. Остальное я ничего не понял. Возможно, у тебя пресет какой-то был для новый. Ну, чисто предположение, просто я не знаю. Ты его в итоге сколько бил-то? Часа 3? Или сколько? Я просто не смотрел. Итоговое количество времени. Так, ой, ятаган. То есть сюда. Эшли. Конечно, все сюда. У нас поглощение тепла. Поглощение тепла это, видимо, перезаряжается, да, реже? У меня что стоит? Обнаружение. Пускай у тебя радиатор стоит. Бесконечный огонь, почти ваншотящие атаки, бесконечная ульта и сверхновая. Ну, это просто Sign Dark Souls от мира RPG. Вот. Вообще ничего не могу сказать, потому что я говорю, я вот когда проходил все на минимальный. Когда вот сейчас до 3 дойду, посмотрим, что там было. Но мне Миха сказал, что у него особых проблем не было с клоном. Он просто взял самонаводящуюся винтовку и выдал такое же своим напарникам. И все. Они отвлекали, он очищал лицо. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Пойду потрогаю. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Пойдем пафосно помолчим. Стоим друг напротив друга и пафосно помолчим. Прикол в том, что он у меня на лице сидел все время. Мне очень понравилось, как он реально за фунфыриком стоял и просто бился тебе в дверь, типа «Открой! Дай фунфырик!» No, don't touch it. It's too dangerous. Все, маяку пизда. Проблемы из-за Вумен. Ну, как сказать, был бы фемшеп, все проблемы были бы из-за спермобака. Впрочем, в Legendary Edition мы это и увидим. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Ну вот он у меня там в этом фире верстать. Да я видел, он стоял, долбил. Миха пошутил, что в твоем прохождении, если вдруг ты проходил этот клон Шепарда, должен был победить и сам поехать с Брукс, короче, дальше освобождать галактику от жнецов. И тогда появилась возможность романтить Брукс. Знаешь, такая отдельная ветка. Говорите, меня рисуется стадия. Мне вообще очень понравилось, как он стоит прямо над твоим лицом и просто в тебя настреливает, а ты все равно сидишь за этими коробками и просто сидишь. Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. You had no way to know what would happen. Ну, по факту, совершенственная версия меня. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out.
The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Прикол в том, что он стоит на Aye, aye, секунду Captain. выйти из брича, I'll он be in мне the mess if you каждую need секунду me. выдастся, я отваливаюсь. Ну да, так он тебе, конечно, настреливает, но что-то Sounds like that останавливается, beacon is начинает pretty hard. опять в дверь долбить. Are you sure you're okay? Неплохо засмотришь, что здесь делает Уильямс, я в бешенстве из-за гетов. Я в бешенстве из-за гетов! Ладно. Неплохо I don't like засмотришь, soldiers dying under my command. чувствую так ловушку, Джокер. Jenkins wasn't your fault. Пришлось You did a good просто делать сценку из фильма «Голый пистолет», по-моему. Я прям вот смотрел это, и у меня только это перед глазами было. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Ну, в смысле, никто не мог вот предсказать. Ну, можно было каких-то наблюдательные, не знаю, дроны или корабли поставить вокруг Иден Прайма. Правильно? Я сейчас буду докапываться до игры, потому что мне это пофиг, мне она все равно нравится очень. Но вот я вот докопаюсь. Это мы едем за самой большой находки человечества в истории после Марса, правильно? Миссия, конечно, секретная. Но опять же, наверняка на Иден Прайме были какие-то разведывательские корабли. Могли бы поставить их на периметр хотя бы, чтобы чуть раньше нам пришла информация о гетах. А так мы уже увидели видеозапись, как отряд Вильямс просто разваливают уже на земле. Я считаю, что это косяк, Андерсон. Я с вами не согласен. Где тут вам возразить? Нет, нельзя. Жалко. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Нам нечего скрывать. Я выполнял свою работу. Ну и к чёрту. Мне нечего скрывать. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous. Как тебе, And he Саня, hates humans. разница в модельке Андерсона в Mass Effect и в Legendary Edition? Они вот там так состарили. Ну, я не знаю, ты, наверное, не особо видел это в первой серии, потому что там все шакалило. Но вот здесь прям, я думаю, уже видно. Я прям не думаю, что они так топорно возьмут модельку Андерсона с третьего Mass Effect и перенесут его на первый. Очень топорно и странно. Нет, ну там все-таки жнец прилетел, так что, думаю, разведывательные корабли отлетели за секунду. Ну, я думаю, они бы как-то смогли увидеть все-таки. И сказали бы, помогите, тут летит кора! Хотя бы. Вот иметь какой-то кордон ретранслятора. Я так понял, я не знаю, они с ретранслятора летели, не у ретранслятора. Но суть в том, что в любом случае, это мы должны были знать чуть пораньше хотя бы. Ненавидеть людей? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after?
Я не уверен в видении. Прикол в том, что и это одинаковый вариант ответа. Абсолютно. Абсолютно. Но я ни в чем не уверен, поэтому я не уверен. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? И это, по-моему, тоже одинаково. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the council, Shepard. Что мы им скажем? Не о чем докладывать. Забудьте. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Вообще, Lost Prothean инфо не особо technology, составили. blueprints for some Но я ancient потом weapon of Legendary mass поиграю, destruction, тебе whatever. скины кину. Мне кажется, прям Saren очень took сильно. Может, освещение так I know сделано Saren. первым, I know что his не reputation особо is заметно. politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Поспелся! Мы выведем его на чистую воду. Они не смогут нам помочь. We Воспользовался. prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll Чисто у него contact the ambassador посидели, но в целом and see if he лицо can get us an тоже audience with the как-то... Ну, Council. окей. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Сэр, есть сэр! Hey, Commander. Здравствуйте, лейтенант. I'm Эшли glad you're Уильямс. okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. Things were pretty rough down there. Are you okay? Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, Ну да, между нами and you на never первом и get третьем used to seeing сверху dead всего civilians. 3 года, But так что things наш would have been a lot континент worse время if you hadn't изменился. shown up. Ладно, потом скажу. Есть примеры, когда люди очень сильно стареют. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Доктор Чакос, здравствуйте. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like Какие I was надежные abandoned. люди нам нужны? What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications?
Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. I should go. Goodbye, Commander. Ой, сюда. Так, я сохраню. На что он зашел? Снаряжение. Манша в топку, ураган в топку, лезвие в топку, молот сюда. О, противопехотный патрон 25 урона магическим противникам. Ну, сейчас мы будем на цитадели. Что, ладно, возьму пока это. Так. А, я только себе пока могу, да, рассказать. Отряд. 3 очка. Обаяние, конечно же. Так, штурмовые винтовки, конечно же. Если из урона. Ну, кстати, саботаж. Физическая броня, снижает отличаем. Вот надо броню качнуть. А то как-то не камильфо. Так. Тут, по-моему, ничего нету, но я всегда проверяю, да. Glad to see you're okay, Commander. Ах, ты разговаривать со мной не хочешь? Уволен. Уволен. О, Андерс. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Хорош каюта. Круто, я бесшумно шагаю по лестнице. И на мягких лапках. Прошли, привет. Блин, вот мне кто-то говорил, Саня или Миха, кодекс читать. Реально хотите, чтобы я кодекс почитал? Я ж все знаю. Итак. Что там еще в этом кодексе? Давайте посмотрим одну штучку хотя бы. Roughly 1200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council. Около 1200 лет назад турианцам было предложено присоединиться к Совету Цитадели в качестве галактических миротворцев. Заткнись, пожалуйста. Не говори. Не надо. Блять. Как его выключить? Понятно. Турианцы обладают самым многочисленным флотом пространства Цитадели, который является самой большой частью вооруженных сил Совета. По мере расширения своих территорий и сфер влияния, турианцам пришлось положиться на опыт военной разведки соларианцев и дипломатическое искусство Азари. Несмотря на колониальные взгляды по отношению к остальной части галактики, правящая иерархия понимает, что в случае уничтожения двух других рас потери будут превышать приобретения. Турианцы живут в авторитарном обществе, в котором ценится дисциплина и высоко развито чувство личной и коллективной чести. Со времени войны первого контакта в 2157 году, которое турианцы называют инциденцией Тассатором 314 между турианцами и людьми, существует давняя не перебивай меня ты. Тем не менее, официально расы считаются союзниками, а в дипломатических отношениях царят вежливость и прохлада. Вежливость и прохлада, отлично. Обитатели галактики вымершей расы. 50 тысяч лет назад протеане были единственной расой, путешествующей по галактике. Их постигло стремительное вымирание, они напоминают лишь наследие, оставшиеся после исчезновения их империи. Считается, что они построили ретрансляторы и цитадель. Это позволило многим расам изучить галактику и населять новые миры. Протеанские руины можно найти в разных частях галактики, несмотря на то, сохранились они, на удивление, хорошо для своего возраста. Работоспособные образцы древнейших протеанских технологий встречаются редко. Время и поколения мародеров опустошили их, мертвые города и заброшенные станции. Существует мнение, что протеане ассимилировались в процессе эволюции более молодых рас. К примеру, на Кадже, родной планете Ханаров, сохранились явные следы того, что когда-то ее населяли протеане. Найденный на Марсе заброшенный наблюдательный пункт протеан стал причиной возрождения среди людей движения интервенционалистического эволюционизма. Его приверженцы считают, что
мифы о древних цивилизациях — это неверно истолкованные визиты пришельцев. Господи, да что он так болтает? Саня, меня перебивают в игре. Хаски. Очистив территорию от вражеского присутствия, гетто собираются и насаживают тела убитых и раненых на механические шипы. Эти шипы быстро трансформируют жертв хасков, заменяя воду и минералы в организмах кибернетическим материалом. Киберматериалы восстанавливают жизненные процессы в организме, превращая жертв в бездумные машины для убийства. Солдаты Альянса называют иногда эти шипы зубами дракона, ассоциируя их с легендой о мистических воинах, которые выбросили из посаженных в землю зубов дракона, убитого древнегреческим героем Кадмом. Зубы дракона и хаски мало похожи на остальные образцы технологий геттов. Никому не известно, зачем расе синтетических существ нужно выкачивать небольшое количество восстанавливаемых ресурсов из органических тел, но использование этих тел в качестве пушечного мяса вполне очевидно. Может, это можно отключить где? А где? Ну, типа... Гетты — раса человекообразных существ, обладающих ИИ, которые объединены в сеть. Они были созданы 300 лет назад кварианцами, должны были использоваться в качестве солдат и рабочей силы. Когда гетты проявили признаки самоэволюционирования, кварианцы попытались уничтожить их. В результате разгорелась война, которую гетты выиграли. Это стало причиной систематического притеснения в галактическом обществе обладателей искусственного интеллекта. Особенностью геттов является уникальный распределенный разум. Поодиночке они проявляют рудиментальные животные инстинкты, но по мере увеличения их числа и уменьшения расстояния между ними, умственные способности каждого из них заметно возрастают. Находясь в группах, они способны размышлять, анализировать ситуацию и использовать тактику, как любая органическая раса. Гетты обладают в дальней части... Гетты обитают в дальней части рукава Персея, за пределами находящимися вне законными систем термина. Между их системой и системой термина находится туманность вуаль Персея, состоящая из газа и пыли. На настройках. Настройки. Звук. Обучение. Включение подсказок. Во-первых, да, нафиг мне эти подсказки. А во-вторых, нет. Ну... Кажись, нет. Ладно, буду перебивать этого наглого товарища. Так, на чем остановился? На геттах. На оружие, броня и снаряжение. В боевых скафандрах используется двухсторонняя система защиты. Внутренний слой состоит из бронированной ткани, набитой кинетическим материалом. Неподвижные места, такие как область груди или голени, усилены пластинами из облегченного абляционного керамического материала. Внешний слой составляет автоматически генерируемые кинетические барьеры. Если элемент питания обладает необходимым зарядом для приближения объекта, двигающегося с определенной скоростью, барьер будет включен и объект будет отражен. Тяжелые скафандры обеспечивают герметичность, необходимую для нахождения в среде с экстремальной температурой и вредной атмосферой. В стандартную комплектацию входят микрокомпьютер, коммуникационный модуль, навигационная система и несколько датчиков. Микрокомпьютер выводит информацию, получаемую от системы интеллектуального наведения оружия, облегченная тем самым обнаружение и уничтожение врагов. Облегчает тем самым обнаружение и уничтожение врагов. Короче, лайфхак делал. Открываешь кодерс и сворачиваешь общую вкладку. И тогда статья остается, а чел ее читает. Хорош, Саня. Кинетические барьеры, называемые попросту щиты, обеспечивают защиту от большинства видов вооружений, работающих с использованием ускорителя массы. Установленные на космических кораблях или на скафандрах солдат, все они имеют общий принцип работы. Кинетические барьеры представляют собой поля эффекта массы, создаваемые небольшими излучателями. Эти барьеры с легкостью отражают объекты, двигающихся на высоких скоростях. Таким образом обеспечивается защита от пуль и других опасных снарядов. В то же время пользователь может быть уверен, что сможет спокойно сесть на стул и что он от него не улетит. Кинетический барьер не защищает от экстремальных температур, токсичных материалов и радиации. Интервью на регион систем термина. Системы термина находятся в дальней части Отического траверса, за пределами территории, управляемых Советом Цитадели и занятых Альянсом систем. Они населены немногочисленными расами, которые объединяет нежелание принять власть Совета, либо несогласие с конвенциями Цитадели.
Их независимость не дается им даром, в системах термина постоянно происходят столкновения, войны между различными расами вспыхивают по мере того, как сменяются правительства и диктаторские режимы. В регионе процветают незаконная деятельность, в частности пиратство и работорговля. По меньшей мере раз в год флот из систем термина вторгается в Готический Траверс. Обычно эти атаки представляют собой небольшие набеги на плохо защищенные колонии. Совет редко отвечает на эти нападения, так как это может спровоцировать обитателей систем термина объединиться против общего врага, что в свою очередь выльется в продолжительную дорогостоящую войну. Правительство галактики Цитадель Спектры. Спектры являются агентами организации под названием Специальный корпус тактической разведки, или сокращенно Спектр, и подчиняются исключительно Совету Цитадели. Это элитные оперативники, которым позволено применять любые средства для устранения угрозы миру и стабильности. Они действуют поодиночке или группами по 2-3 человека. Некоторые из них являются тактическими миротворцами, тактичными миротворцами, используя дипломатические навыки для разрешения конфликтов. Другие представляют собой хладнокровных убийц, безжалостно устраняющих проблемных личностей. Все они так или иначе выполняют свою работу, зачастую выходя за рамки галактического закона. Организация Спектр была основана после того, как в Совет вошли соларианцы. Много лет ее агенты действовали скрытно, являясь тайной силой решения проблем. Их деятельность была обнародована только после восстания Кроганов. Спектры появляются в ситуациях не настолько острых, как те, которые требуют военного вмешательства, но обычно это означает, что Совет обеспокоен. Совет выразил свою обеспокоенность. Цитадель — это древняя космическая станция, предположительно построенная протеанами. С момента исчезновения протеан многим расам довелось назвать Цитадель своим домом. Станция является политической, культурной и финансовой столицей галактического общества. Интересы большинства рас представляют посольства, находящиеся в президиуме в внутреннем круге Цитадели. В центре президиума находится башня Цитадели, в которой располагается зал Совета Цитадели. Решения Совета часто оказывают большое влияние на все галактическое сообщество. От президиума отходят 5 лучей, называемых жилыми секторами. Их внутреннее пространство представляет собой города, населенные миллионами жителей со всех концов галактики. Цитадель практически невозможно уничтожить. В случае атаки станция складывает лучи, которые образуют непробиваемую оболочку. На протяжении всего периода существования Цитадели поддержанием порядка ныне занимается загадочная раса хранителей. Технологии. Биотика — редко встречающаяся способность управлять темной энергией с целью создания эффекта массы, используя электрические импульсы мозга. Для того, чтобы биотик мог создать поле эффекта массы достаточно сильное для практического применения, ему требуются напряженные тренировки и хирургически имплантируемые усилители. Сила биотических способностей у каждого индивидуума и у каждой расы различна. Существует 3 направления биотики. Телекинез — использование снижающих массу полей для приподнятия и перемещения объектов. Кинетические поля — повышение массы для блокирования и удержания объектов. Искажение — использование быстро сменяющихся полей массы для уничтожения объектов. Представители большинства органических рас способны развивать в себе биотические способности, но не следует забывать о некоторых опасностях. Биотики — результат внутриутробного воздействия нулевого элемента. Обычно это становится причиной смертельных раковых образований, но в некоторых случаях может привести к образованию в нервной системе плода особых утолщений. Альянс систем — это независимое наднациональное правительство, представляющее интересы всего человечества. Задачей Альянса является управление и защита станций и колоний, находящихся за пределами Солнечной системы. Альянс образовался как необходимая мера в процессе развития различных национальных космических программ. Планеты Солнечной системы были постепенно изучены совместными усилиями различных наций. Расходы на исследование новых систем были слишком велики для одного государства. Человечество понимало, что контакт с неземными цивилизациями неизбежен, поэтому было достаточно политических мотивов для создания организации, финансируемой несколькими государствами. Тем не менее, мало кто на Земле воспринимал Альянс всерьез до войны Первого контакта. Пока различные государства решали, кто возглавит освободительную кампанию Шанси, флот Альянса нанес решительный удар.
По завершению войны действия Альянса были высоко оценены общественностью, что позволило ему сформировать собственный парламент и стать предводителем интересов человечества в галактике. И война первого контакта. Первый контакт людей с неземной расой состоялся в почему я хочу сказать в 2157 году. В те времена Альянс позволял исследовательским кораблям активировать любые найденные ретрансляторы, расы, входящие в Совет. Расы, входящие в Совет, считают такие действия опасными и безрассудными. Когда турианский патруль обнаружил людей, пытающихся адаптировать ретранслятор, турианцы атаковали. Единственный уцелевший корабль людей отступил, ища убежище в колонии Шанси. Турианцы последовали за ним в короткий срок, уничтожив местные силы и захватив Шанси. Она стала первой и единственной планетой людей, занятой расой пришельцев. Турианцы посчитали группу уничтоженных кораблей основной оборонительной силой людей. Они оказались не готовы к прибытию второго флота под командованием адмирала Кастани Дрешера, который, проводя контрнаступление, уничтожил силы турианцев на Шанси. Турианцы начали готовиться к полномасштабной войне, чем привели к себе внимание остальных обитателей галактики. Совет вмешался незамедлительно, объявив мир. К счастью для людей, война первого контакта закончилась дипломатическим перемирием. Все, надеюсь, Александр, вы довольны. Теперь вы знаете больше. Ну что ж, Джокер, на цитадель. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. И тоже. Ну да, по факту. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Вообще позор, как Артем сама сыграла, не читал кодекс ни разу. DLC не прошел. Не, ну первый раз я начинал читать, просто это скучно было. А DLC, да, какой-то не прошел. В конце, когда ты говоришь, да, после основной игры. Ну ничего, теперь у меня есть стрим, ты мне все подскажешь, расскажешь. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into А ты, кстати, увидишь, Саня, в этом прохождении DLC, которые вырезали из Legendary Edition, между прочим. Так что оставайтесь с нами, чтобы увидеть. Но оно не в конце игры вроде, просто между делом возникает. Ну, я его не видел. Just the ground team from Eden Prime. In case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain.
I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Так, ну что, давай шариться в кабинете советника. Точнее, ой, извините, советник, извините, я вперед забегаю. Посла. Ай. Успел. Рапорт патруля Альянса. Капитан Хендриксон зарегистрировал источник необычной энергии во время патрулирования в скоплении Ро Аргуса. Ее особенно интересовала система Гидры. Она получила приказ возвращаться до того, как ее команда смогла что-либо изучить. Будем отправлять разведгруппу? Нет, там на галактической карте метка есть, но в списке заданий ни хера нет. Ну хоть на карте есть. Где же мои любимые волосы и Элкора? I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough. Затем, а что, он показывает мне туда. Ну что, пацаны, пошли туда. Ой, а там ничего нету. Ты меня наебал, получается, братан? Так нельзя. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care. Ну да, братан, именно поэтому я спросил, потому что мне плевать. Response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor group to the attention of the Council. They only give us these Ты видел уже, не positions to keep us знаю. quiet. The Council doesn't care Сейчас. about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din.
This human is not to blame for your malcontent or your misconceived Не знаю, слышал suspicions. это где-то в разговорах, или, может, видел, что элкоры, они как вообще воюют? Они себе на спину или кто-то им, короче, приматывают пушку, просто такую пушку, идут и типа стреляют. То есть у них на спине вот прям вот дуло вот этой пушки, и они из нее шмаляют. По-моему, вообще офигенно. Why do you explain, Legruba? Plain, remorseful response to Goodbye, Ambassador. sincere farewell. Так. Очки обаяния максимум, что монитовки сразу. Все нищета, все нищета. И ничего взрыва мин. Нет. Что энергосчета, да. Хроник. Ага, ты части легко рассказывает. Ну вот, да. Так, бросок. Больше бросок буду качать ему. Эшли. Бронь. Готовка. Пока. Мне добавили, видимо, то же самое, что и... Так, натурианцы, понятно. The Geth are a human... The Elcor are a... Родиной Элкоров расы пространства Цитадели является Декуна, планета с высокой гравитацией. Элкоры — массивные существа, передвигающиеся на 4 мускулиных ногах, которые позволяют им сохранять устойчивость. Элкоры передвигаются медленно, так как в их среде обитания... Прошу прощения. Так как в их среде обитания падение может стать причиной смерти. Это повлияло на их психологию, они тщательно обдумывают решения и являются консерваторами. Элкорам свойственна тягучая и монотонная речь. В их обществе запахи, незаметные жесты и едва уловимые звуки передают такие оттенки смысла, по сравнению с которыми человеческая улыбка подобна взрыву эмоций. Поскольку такие утонченные манеры могут стать причиной недоразумений при общении с представителями других рас, элкоры часто сами поясняют, было ли это сарказм, шутка или недовольство. Высокая гравитация... А вот если нам встретится элкор пиздобол, что тогда делать, Сань? Мы же не сможем проверить, пиздит он или нет. А он такой, с уважением. Здравствуйте, дорогой человек. Очень рад вас видеть. А сам внутри у себя он такой, сука, ненавижу тебя. Высокая гравитация на Декуне препятствует образованию гор. Большую часть поверхности планеты составляют ровные, открытые равнины, по которым древние элкоры кочевали небольшими семьями. Современные элкоры по-прежнему предпочитают открытые пространства, поэтому долгие космические перелеты доставляют им беспокойство и дискомфорт. Проблема так, ну, да. The Council is an executive committee composed of... Совет представляет собой исполнительный комитет, сформированный из представителей Союза Республик Азари, Турианской иерархии и Соларианского союза. Несмотря на то, что Совет не имеет официального влияния на независимые правительства других рас, он способен принимать решения, которые имеют весомое значение для всей галактики. Ни одна из рас, входящих в Совет, не имеет влияния достаточного для того, чтобы пренебрегать решениями двух других, и все они заинтересованы в сотрудничестве и достижении компромисса. Каждый из рас, входящих в Совет, выполняет свою роль в управлении галактикой. Азари обычно выполняют дипломатические и примирительные функции. Соларианцы занимаются разведкой и сбором информации, а турианцы представляют войска и служат миротворцами. Каждая раса, имеющая посольство на Цитадели, считается ассоциированным членом Совета и должна действовать в рамках Конвенции Цитадели. Ассоциированные члены могут вынести вопрос на обсуждение в Совете, но не могут принимать решения. Альянс Систем стал ассоциированным членом Совета Цитадели в 2165 году. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Dan. At least introduce yourself.
Он предложение делает. Хороший посол, просто лучше. Volus Ambassador. Is there something I can do for you, Earth Clan? What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Господи, Clan. какой он душнило. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Den. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council that long was before rough. our species will. Why aren't the Volus or Elcor part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the Earth Clan. Ох, ты не представляешь, как я тебе докажу. Ох, ты не представляешь. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Goodbye, I should go. Yes, yes. The Volus. Волусы — раса, имеющая свое посольство на Цитадели. Помимо этого, они государство-сателлит турианцев. Много веков назад они добровольно присоединились к иерархии, получив защиту турианской армии в обмен на свое умение вести торговлю. Их родная планета Ируна вращается на слишком большом расстоянии от своей звезды. Тем не менее, она обладает атмосферой высокой плотности, создающей парниковый эффект и задерживающей достаточно тепла для поддержания биохимических процессов на базе аммиака. По этой причине волосам приходится носить защитные костюмы и дыхательные устройства, поскольку обычная смесь азота и кислорода является для них ядовитой, а разреженная атмосфера, пригодная для дыхания большинству существ, становится причиной разрыва тканей у волосов. Волосы живут в племенном обществе, в котором, чтобы повысить свой статус, обменивают не только земли, но и соплеменников. Именно волосы были авторами закона о единой банковской системе, они продолжают контролировать экономику Цитадели, помогая сохранить экономическую стабильность. Good day, Earth Clan. Откройте. О, привет. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Да чё у меня все гонятся к этому Удины, господи. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you're at the Citadel embassies.
If you have more questions, please access Avina. What's that? Вы заебали меня уже. Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, А вы мне тут со своими вопросами пристали. Идите уже. Все. I should be going now. Have a pleasant day. Еще кодекс. Сколько вы мне кодекса наваливаете, господи. Азари первыми обнаружили цитадель. Когда прибыли соларианцы, именно Азари предложили создать Совет Цитадели, чтобы поддерживать мирные отношения во всей галактике. С тех пор Азари исполняют роль примирителей и являются центральной силой в Совете. Азари являются однополой женской расой и размножаются путем партеногенезиса. Генеза. С этой целью любая Азари может приспосабливать свою нервную систему для взаимодействия с нервной системой представителя любой расы, любого пола. Эта способность стала причиной нелицеприятных ошибочных слухов о промискуалитете Азари. Продолжительность жизни Азари может превышать 1000 лет. За это время они проходят 3 стадии развития. Будучи девами, они не находят себе места в поисках знаний и опыта. Став дамами, они спариваются с интересными партнерами, чтобы произвести потомство. В завершение они становятся матриархами, исполняя роль лидеров и советников. Какие молодцы. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. И еще кодекс. Конвенция Цитадели. Эти дипломатические переговоры начались после восстания Кроганов как результат разрушительных последствий конфликта и попытка оградить Совет от беспощадных приемов войны, которые использовали Кроганы. Конвенции регламентируют использование оружия массового поражения. АМП вносит изменения в окружающую среду. Бомба, в результате взрыва которой остается огромная воронка, не считается ОМП. Бомба, последствием применения которой возникает ядерная зима, считается. Применение ОМП запрещено на зеленых планетах типа Земли, экосфера которой позволяет заселение. Уничтоженной обитаемой планете не найдется замена в течение миллиона лет. Конвенции не запрещают использование ОМП на планетах с враждебной окружающей средой или на закрытых космических станциях. Военные многих рас продолжают производство такого оружия и сохраняют стратегические запасы. Согласно конвенциям, оружие подразделяется на группы, сопровождающие уровню опасности. Оружие первой группы представляет наибольшую угрозу галактической безопасности. Группа 1. Оружие способности огромный кинетический урон, например, сброшенный с орбиты астероид или станция. Подобные средства можно найти практически в любой системе в виде обломков, оставшихся в результате образования планет. Их часто используют террористы и расы третьего мира. Группа 2. Оружие самовоспроизводящееся бесконтактным способом, такое как нанотехнологии. Наномашинс. Вирусные и бактериологические организмы, неймановские устройства и разрушительные компьютерные вирусы. Подобное оружие может бездействовать тысячелетиями, ожидая, когда беспечный путешественник доставит его на другую планету. Группа 3. Оружие, в результате использования которого производится огромный выброс энергии, такой как ядерные боеголовки и антивещество. Группа 4. Заселение чужеродными формами жизни с целью нарушить экологический баланс. Изменение окружающей среды можно занять годы, поэтому это сложно доказать. О, чувак перестал разговаривать. Спасибо тебе. Или я уже читал? Не, вроде не читал. Кольцо — замкнутое круговое парниковое пространство, которое соединяет жилые сектора, внутри него находится посольство влиятельных рас и частые резиденции галактической элиты. В президиуме находится большое количество открытых ресторанов, баров и роскошных мест отдыха. Прошу прощения. Уровень гравитации равен 1/3 земного. 1/3 земного. На потолок президиума выводится голографическое изображение неба. В отличие от жилых кварталов, где жизнь бьет ключом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю,
Сутки президиума длятся 20 часов, 6 из которых составляют ночь, на время которой приглушается свет огней, а небо переходит в ночной режим. А я, кстати, ни разу не видел. А не, подожди. Или видел, или не видел. По-моему, не видел. Многие офисы и резиденции имеют открытую структуру, зачастую посольств отсутствуют внешние стены. Преступность не является проблемой благодаря серьезному контролю территории президиума силами СБЦ и установленным повсюду средствами слежения. Похитители сразу обнаруживают и берут под стражу. В кольце находится космопорт и цитадели. Близость к центру облегчает посадку, а сниженная гравитация упрощает работу с грузом. Сотни кораблей проходят через космопорт и цитадели каждый день. У каждой расы, располагающей посольством, имеется собственный стыковочный шлюз. В центре кольца находится башня, в которой заседает совет цитадели. Башня возвышается на расстояние более километра, параллельно с секциям, в которых расположены жилые сектора. Поскольку она находится в центре вращения, центробежная сила в ней крайне мала. Гравитация поддерживается полями эффекта массы под углом 90 градусов к кольцу и жилым секторам. В верхней части башни находится консульский стыковочный шлюз, которым обычно используется дипломатическими курьерами и агентами Спектра. В нем находятся челноки для эвакуации членов Совета в случае необходимости. Я уже устал читать, честно говоря. Фариксенский договор. Учитывая огневую мощь, дредноуты расы, входящие в Совет, решили на Фарисенской космической конфедерации установить коэффициент, ограничивающий постройку этих кораблей. Расы были поделены на 3 группы. В первой и главной группе находятся миротворческие флотурианцев. В вторую группу входят оставшиеся расы Совета, азарии и соларианцы, союзные расы, в числе которых Альянс систем составляют 3-ю группу. Соотношение количества дредноутов для всех групп равняется 5-3-1. На каждый дредноут землян приходится 3 дредноута азарии и 5 турианских. Это, кстати, интересная тема, я не знаю. Привет, Палин. Ай-яй-яй-яй-яй. Предупреждение. Следующее сообщение было отправлено нескольким адресатам экстранета с учетной записи, отследить которую не удалось. Требуется дальнейший мониторинг. Дорогой друг Биотик, ты получил это сообщение, потому что у нас общая цель. Немногие понимают и уж тем более поддерживают. Нам нужно держаться вместе. Мы должны построить наш новый мир. Присоединяйся к нам. Мы ждем тебя в скоплении этой Хокинга. Только объединившись, мы сможем бороться с несправедливостью по отношению к нам. Предпосол, нам тут как бы походить, побродить, посмотреть. Ты мы тебе не мешаем. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. I'll be going now. Goodbye, Commander. Он же директор СБЦ или кто он там? Что, не вспомню. Он не посол Турианцев. Don't believe the rumors. The consort would never reveal her secrets. Of course she wouldn't. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose.
Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Мы тут это ищем, как время провести. Well, she's an Asari who works here as... Можешь посоветовать That is, she что-нибудь? helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Тебя, я помню, Насана. Это пока ты очень занята, а потом захочешь со мной поговорить. Ну ничего, я подожду. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Сейчас, секунду. Так, давай What's going on посмотрим. around here? Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. What is Shaira's? The consort? She entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also Я very чуть думал, что respectable. ты уже Тасань. Я просто смотрел зрителей, а ты в общих, и поэтому решил тебя выделить. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the А same то time. не часто, ну так, относительно часто чат, будет какой-нибудь чувак зайдет, опять что-нибудь рекламить будет. Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. Пока-пока. Что там кодекс? Опять кодекс появился, господи. Служба безопасности Цитадели. Организация, находящаяся в подчинении Совета Цитадели, в состав которой входят добровольцы, желающие нести полицейскую службу. СБЦ насчитывает 200 тысяч сотрудников, которые обеспечивают охрану порядка на густонаселенной Цитадели. Они также осуществляют таможенные функции, занимаются преследованием пиратов и проводят поисковые операции в скоплении Цитадели. В СБЦ существует 6 подразделений. Охрана порядка состоит из офицеров, одетых в униформу, которые осуществляют патрулирование по Цитадели и реагируют на происшествия. Отдел расследований состоит из следователей, занимающихся расследованием преступлений и поиском преступников. Вот, кстати, прикольно было бы, например, в каком-нибудь спин-оффе по Mass Effect поиграть за вот следователя в Цитадели, кстати. Это было бы прикольно, кстати. Таможня занимается проверкой груза и багажа тысяч пассажиров, прибывающих каждый день на Цитадель. Отдел сетевых технологий занимается расследованием киберпреступлений, таких как кража личности, интеллектуальной собственности, проникновение в компьютерные сети и вирусные атаки, а также незаконное применение искусственного интеллекта. Отдел особого реагирования. В его задачи входит освобождение заложников, разминирование бомб и обезвреживание тяжело вооруженных преступников. В случае маловероятной ситуации, когда атакующие проникают на станцию, его сотрудники становятся передним краем обороны, поэтому экипированы снаряжением военного уровня. Патруль, космическая пехота,
корабли которой рассредоточены по всему скоплению. В отличие от сотрудников других подразделений, они редко появляются на цитадели и задерживаются ненадолго. Работа в СБЦ считается престижным занятием. К резюме должны прилагаться рекомендации советника цитадели или посла союзной расы. Обычно кандидаты имеют за плечами годы безупречной службы в рядах вооруженных сил или органов правопорядка своей расы, но принимаются во внимание и претенденты без большого опыта, проявляющие заметные способности. Между СБЦ и спектрами часто возникают конфликты. Многие сотрудники СБЦ, в частности директор Винари Палин, считают, что... Винари? Откуда я помню это имя? Винари. Блин, мне что-то в мозгу сейчас... В какой-то игре, по-моему, была Винари. Саня. Винари. Я уже забыл. Ты не помнишь? А кто она там была в Вове? Я уже забыл. Я думаю, что-то в башке так щелк, типа, и Винари. Брокер, который в утробе. Точно. Ну все. Только там это девушка, а здесь это мужчина. Винари Палин считает, что предоставление спектром неограниченных полномочий опасно. Действия Сарана Артериуса подтвердили обоснованность такой... Алло, ребят. Спойлеры. Саран Артериуса подтвердили обоснованность такой позиции. Спектры, в свою очередь, обеспокоены ситуациями, в которых стремление СБЦ наблюдать предписания мешает им проводить свои расследования. Это вот нормально? Вот так вот. Ну ладно. Так, а виночка? Дорогая. And welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. Вы настоящие? So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster.
It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Why were people trying to keep my species out? Some Вообще не species очень felt понимаю. humanity was given preferential Волосы, treatment. как бы, It often я так takes a понял, century or more before a new species создали is экономику в granted данном an виде, который embassy. сейчас есть The во Council gave a всей... great deal of thought to this matter. In the во end, всей they цитадели, decided у всех humanity's рас. impact on Citadel space was significant enough to То есть, warrant по an сути, они embassy. наладили реально всю экономику. Экономика — это огромная большая сила. Без экономики бы ничего не было. Вполне могли принять и волосов. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulation. How come the Volus would... In recognition of their work to expand interstellar trade. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel, the most recently added embassy belongs to your own species. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Бесполезно. Goodbye. Goodbye, and thank you for using a Чё, опять кодекс? Biotics is a virtual intelligence. Помолчи. Виртуальный интеллект — это усовершенствованная форма программного использования интерфейса. Ви использует различные методы симуляции естественного разговора, включая аудиоинтерфейс и изображение личности, с которой происходит взаимодействие. Несмотря на то, что Ви может демонстрировать убедительные признаки разума, они не способны самообучаться и принимать самостоятельные решения. Ви используется в качестве операционных систем на рабочих и домашних компьютерах. Существует также Ви с ограниченным набором функций. Они обладают компактными размерами и имеют определенную специализацию. Некоторые работники в качестве секретарей отвечают на звонки и составляют список дел в зависимости от заданных приоритетов. Другие исполняют роль поисковых машин, собирая и упорядочивая информацию в экстранете. Выбирать различные предустановленные варианты личности и приобрести коммерческий вариант ВИ можно в любом магазине программного обеспечения. Некоторые мелкие компании и частные предприниматели могут программировать ВИ под заказ. Программная эмуляция живой личности запрещена, но знаменитые исторические персонажи пользуются стабильным спросом. Так, короче, я знаю, что сейчас это немного обрезанное в плане того, что мне нужно сходить в совет, и уже почти 2 часа стрима, которые я планирую, поэтому пойдем прям сразу все-таки к совету, выслушаем их и на сегодня закончим. Еще даже этого Ханара нету. А, кстати, вот я не помню, если здесь с Авиной поговорить насчет экскурсии, на что-то другое, наверное, скажешь же, правильно? Мы же его не видели еще ни одного, шо. Welcome to Behind me is the spectacular
To your left is one of the Keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see Keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The Keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Tell me about the relay monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the relay monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the relay monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. I'd like to hear more about the council chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. I'm scheduled to have an audience with the council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. What if someone has business with the council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual council chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. That's all for now. Thank you for using... Так, нас опять... The Volus are... When the Asari... Когда Азари обнаружили цитадель, они нашли также хранителей, расу послушных насекомых, предназначением которых, по-видимому, является поддержание порядка и ремонт главной станции Протеан. Попытки выйти на контакт или изучить хранителей завершились неудачей. В настоящий момент вмешиваться в их деятельность или препятствовать им запрещено, поскольку они не представляют абсолютно никакой опасности. Присутствие хранителей никто не замечает. Они, в свою очередь, проявляют безразличие к представителям других рас, за исключением помощи вновь прибывшим устроиться в цитадели. Вне зависимости от того, какое количество хранителей умирает от старости, насильственной смертью или в результате несчастного случая, их количество остается неизменным. Никто не знает, откуда берутся новые хранители. Существует гипотеза, что они воспроизводятся генетическим способом и являются биологическими андроидами, которыми создаются где-то в недрах цитадели, проникнуть куда невозможно. Ретрансляторы — это образцы протеанской инженерной мысли, которая значительно опередила достижения любой существующей расы. Они представляют собой огромные сооружения, разбросанные по всей галактике, которые могут создавать нечто наподобие коридоров, где тела не имеют массы,
что позволяет осуществлять мгновенные перемещения на расстояние, для преодоления которых с использованием традиционных SSD ушли бы года или даже века. Первичные ретрансляторы могут осуществлять перемещение кораблей на тысячи световых лет от одного рукава галактики к другому. Тем не менее, каждый первичный ретранслятор имеет фиксированное сообщение лишь с одним таким же и может осуществлять перемещение кораблей только до него. Вторичные ретрансляторы могут осуществлять перемещение кораблей на несколько сотен световых лет и не имеют фиксированного сообщения. Любой вторичный транслятор может осуществлять перемещение кораблей до любого ретранслятора, находящегося в ради его действия. Существует большое количество бездействующих первичных ретрансляторов, пара которым не найдена. Они продолжают бездействовать, пока соответствующая раса не будет установлена, поскольку живущие поблизости цивилизациями вряд ли будет вслепую открывать проход в миры, населенные потенциальными опасными существами. Наверх. Совету. И вот знаменитые поездки в лифте, которые вообще нельзя скипать. Было в оригинальной Mass Effect. Ты просто катишься. В Legendary можно их скипать. I doubt it. We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. No, we don't, sir. И мы катимся. Я не помню такое. Есть, я даже проверял, когда запускал на релизе Legendary. Saren's hiding something. Give me more time. Гарус, братишка, привет, как дела? О, попали. А ты быстрый. Commander Shepard, Garrus Vakarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Sounds like you really want to bring him down. I don't trust him. Something about him rubs me the wrong way. But he's a Spectre. Everything he touches is classified. I can't find any hard evidence. I think the Council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Да, не совсем. Здорово, братан. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the Council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push, and you can bet the Volus will be right on their coattails if they succeed. Allowing the humans to join us is a sound strategic move. But the Volus? No. The Hanar are likely to be next, then the Ханары будут. You may be right. Well, the Hanar need to lighten up a bit first. You just don't like them because you have trouble understanding them. Ничего полутать нельзя. Что думаешь? All these staircases aren't just for show. They make for good defensive positions if this place is ever attacked. А ты что думаешь? Sure have to climb a lot of stairs to reach the Council. I think that's supposed to be symbolic of their importance. Как же вас лестницы волнуют? Ну, вроде тут тоже ничего нету. Контр-адмирал Каноха. Commander. Ну все, пора разговаривать с советом. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way.
The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Когда он успел прочитать доклад, точнее не прочитать, написать доклад об Eden Prime. Он такой идет и такой, я высадился на Eden Prime. Прекрасная погода. Я иду, и тут начинается какая-то ерунда. Везде геты, что происходит? Да, он вот шел и писал вот это все или что? Какой отчет? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. Saren's hiding behind his position as a Spectre. You need to open your eyes. What we need is evidence. So far, we've seen nothing. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? Вы все равно не видите истину. You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Завтра во всех новостях провал советника Удина на заседании. Конец карьеры лицензионного политика. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The Ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. You and Saren have a history.
What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions, but only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Tell me more about the Shadow Broker. He's a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game, and the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics, doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. Our ambassador doesn't seem to get along with the Council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Maybe they'd let us join the Council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the Council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the Council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. You don't think much of Harkin. The guy joined C-Sec about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. The guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human C-Sec officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in C-Sec now to stop protecting him. I want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can't. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done, like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihilus was supposed to give them a final recommendation, but with him gone, things are still up in the air. What's their command structure like? There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Sometimes they're sent on specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. What happens when a Spectre goes rogue, like Saren? It doesn't happen often. The Council is careful when they select their candidates. But when something does go wrong, there's usually only one solution. Send another Spectre to bring the rogue agent down. Tell me about Barlavon.
He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius, doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, specters. That's probably why the Shadow Broker uses him. Все. Мы так уже из дедушки вытащили. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Ну что же, мы на цитадели влились... О, кодекс почитаем. Или нет, где? Что? The Asari, О, the соларианцы. second. Второй расой, вошедшей в Совет Цитадели, являются соларианцы, теплокровные амфибии, обладающие повышенным метаболизмом. Соларианцы думают, разговаривают и двигаются очень быстро, поэтому считают представителей других рас медлительными и умственно отсталыми. К сожалению, скорость их обмена веществ значительно сокращает продолжительность их жизни, которая редко превышает 40 лет. Соларианцы способствовали развитию примитивной расы кроганов, которых они использовали в качестве солдат во время Арахнийских войн. Они также создали биологическое оружие генофаг, которое несколько веков спустя турианцы использовали для подавления восстаний кроганов. Соларианцы славятся своими наблюдательскими навыками и нестандартным мышлением. Это проявляется в их способности к исследованию и шпионажу. Они постоянно проводят эксперименты и что-то изобретают. Распространено мнение, что они знают больше, чем говорят. Все. Вот наша команда. Мы готовы действовать. Мы выясним, что задумал Сарен, как доказать то, что он не очень хороший человек, но все это будет потом. А сейчас спасибо за просмотр. До свидания.